Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами сегодня обсудим вопросы, связанные с повышением эффективности государственной миграционной политики в интересах национальной безопасности. Очевидно, что от профессиональных, продуманных действий в этой сфере прямо зависит обеспечение общественной стабильности, межнационального мира и согласия в нашей стране. Мы видим, каким серьезным последствиям привели практически неконтролируемые потоки беженцев в Европу из стран Ближнего Востока, Северной Африки, из Афганистана, из других регионов тоже. Здесь и всплеск преступности, и конфликты на национальной и религиозной почве, и социальное напряжение. Мигранты фактически лишены возможности интегрироваться в общество, становится объектом пропаганды, вербовки со стороны экстремистов и террористических организаций. Растут радикальные настроения в этой среде. Но радикальные настроения в этой связи растут и среди местных граждан. Нужно глубоко проанализировать эту ситуацию, сделать для себя соответствующие выводы из миграционного кризиса в Европе, скорректировать наши действия там, где нужно, с учетом существующих и потенциальных угроз. И, конечно, необходимо вести постоянный мониторинг обстановки в Ближневосточном, других регионах мира, откуда могут исходить новые миграционные волны. Прежде всего, это касается ситуации вблизи границ России, наших партнеров по Евразийскому экономическому союзу, ОДКБ, СНГ. Уважаемые коллеги, Россия традиционно является страной привлекательной для иммигрантов. И мы открыты для тех, кто готов уважать наши законы, культуру, традиции, язык, честно работать. За последние годы упрощены многие процедуры, дающие иностранцам право на пребывание в нашей стране и ведение трудовой деятельности. Так, например, регистрация мигрантов из стран СНГ на срок до 3 месяцев может оформляться в почтовом отделении в уведомительном порядке. Упрощена выдача патентов на трудовую деятельность. Одновременно введены требования к знанию мигрантами русского языка, российского законодательства, истории нашей страны. Упорядочены процедуры оформления медицинских справок. Все это направлено на то, чтобы добропорядочные люди, добропорядочные мигранты могли лучше адаптироваться в России. Отмечу, что в 2012 году утверждена концепция государственной миграционной политики до 2025 года. В рамках реализации ее первого этапа усовершенствовано миграционное законодательство, в том числе в интересах обеспечения национальной безопасности. Решаются задачи противодействия нелегальной миграции и незаконной трудовой деятельности. Приняты меры по повышению эффективности миграционного контроля. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что ситуация в сфере миграции, прежде всего нелегальной миграции, связана с повышенными рисками и требует самого пристального внимания. Так, немало мигрантов в России по-прежнему находятся с превышением срока пребывания. По сути, выпадают из зоны контроля со стороны государственных правоохранительных структур. Часто оказываются втянутыми в криминальный или полукриминальный бизнес. Нелегальные каналы миграции пытаются использовать в своих интересах преступные группировки, наркоторговцы, зарубежные спецслужбы, а также эмиссары международных экстремистских, террористических организаций. Эти попытки необходимо жестко пресекать, активно работать по линии всех наших соответствующих ведомств. В том числе следует усилить охрану участков госграницы на направлениях, представляющих повышенную опасность для проникновения нелегальных мигрантов. Все возможные окна, лазейки нужно надежно перекрыть. Далее. Необходимо наращивать сотрудничество с компетентными органами зарубежных государств и международными организациями. Использовать здесь как имеющийся опыт, контакты, имеющиеся у нас на рабочем уровне, так и новые формы сотрудничества в борьбе с нелегальной миграцией. Серьезное беспокойство вызывают не снижающийся уровень преступности среди иностранных граждан. Эта проблема поднималась на недавних коллегиях МВД и Генеральной прокуратуры. Подобные преступления носят резонансный, как правило, характер. Зачастую они вызывают всплеск
ксенофобских, националистических настроений, дают повод для разного рода информационных, пропагандистских атак на Россию. Прошу наше ведомство серьезно усилить оперативную и профилактическую работу по борьбе с преступностью в миграционной среде. Важной задачей остается пресечение схем легализации иностранцев, въехавших в Россию и пребывающих в нашей стране с нарушением закона. По линии правоохранительных органов и спецслужб нужно выявлять и пресекать деятельность структур, занимающихся подобным криминальным бизнесом, выявлять их коррупционные связи. Одной из главных, основных проблем остается необходимость усиления и улучшения координации всех министерств и ведомств, которые работают в этой сфере.